Человек — это существо вселенского масштаба, обладающее совершенным телом и суперкомпьютером — мозгом. В нем заключены невероятные возможности, которые нужно развивать на протяжении всей жизни. Именно для этого нам дана жизнь, чтобы раскрыть свой потенциал. Однако мы часто отвлекаемся на второстепенные вещи. Одна из таких ловушек — компьютерная зависимость. Она мешает нам реализовать свой потенциал, отрывая нас от важных целей и возможностей. Особенно она вредна развитию детского мировосприятия. Зависимость от гаджетов, интернета и компьютерных игр оказывает серьезное негативное влияние на психическое и физическое здоровье человека. Чрезмерное увлечение виртуальным миром приводит к изоляции, снижению концентрации внимания, нарушениям сна и развитию депрессии. Виртуальная реальность особенно привлекает детей своими яркими эффектами, но при этом отрывает их от реальной жизни и ее красоты. Эффекты виртуальной реальности привлекают внимание, поскольку компьютеры и гаджеты позволяют создавать и видеть то, что в реальной жизни часто недоступно: светящиеся эффекты, фантастические пейзажи и многое другое. Однако даже самые продвинутые технологии 3D-визуализации остаются лишь слабым подобием переливов света, игры теней и разнообразия цветов, которые существуют в живой природе. Природные явления, такие как искрящийся снег, игра солнечных лучей на воде, танец теней на листьях деревьев, доступны нам каждый день, но мы часто не уделяем им должного внимания и восхищения. Вопрос о том, как перенаправить внимание детей и взрослых от виртуальных технологий к реальному миру, имеет первостепенное значение. А как вы помогаете своим детям перенаправить внимание от виртуальных технологий к реальному миру? Будем рады узнать ваши способы в комментариях. Один из эффективных способов заключается в наполнении жизни ребенка положительными эмоциями через познание и заботу о животных, растениях и природе. Воспитание чувствительности, доброты и бережного отношения к окружающему миру способно вернуть интерес к реальной жизни и поставить ее на первое место. Для этого важно погружать ребенка в природу с раннего возраста. Походы в лес-пикники, наблюдение за животными и растениями, посещение ботанических садов и заповедников – все это помогает детям ближе познакомиться с живой природой. Прекрасным решением может стать создание зеленого уголка дома. Даже небольшой сад или участок земли, за которым ребенок может ухаживать, способствует укреплению связи с природой и осознанию ее значимости. Рассказывайте детям о природе, увлекательные истории о животных, растениях и экосистемах помогут развить интерес к окружающему миру. Занимайтесь садоводством, посадка деревьев и овощей не только полезно, но и увлекательно. Ребенок увидит результат своего труда. Вовлекайте детей в проекты, позвольте ребенку создавать собственный сад, компостную кучу-кормушку для птиц. Организуйте экскурсии, посещение ферм, пасек, лесничеств, покажет детям, откуда берется еда и как создаются вещи, с которыми они взаимодействуют. Творчество, вдохновленное природой, такое как рисование пейзажей лепка из глины, создание поделок из природных материалов, развивает у детей творческое мышление. Когда с любовью относишься к животным, растениям, к своему пространству, они тянутся к тебе в ответ. Растения и все живое служат тебе с любовью. Когда они чувствуют любовь, то они ее возвращают. Это взаимодействие помогает детям понять важность заботы о живом и формирует у них бережное отношение к природе. Практическое взаимодействие с природой также играет важную роль. Посадка деревьев, выращивание овощей, уход за домашними животными – все эти занятия не только увлекательны, но и помогают ребенку увидеть результат своего труда и почувствовать себя частью живой системы. Важно также объяснить детям, значимость посадки деревьев и других растений – это не только вклад в улучшение экологии, но и выгодное вложение в будущее. В отличие от виртуальных ценностей, таких как, например, цифровая валюта, деревья приносят реальные плоды в виде кислорода, красоты и даже древесины. Обучение детей через общение с природой и землей помогает развивать у них привязанность к реальной жизни, а не к виртуальной реальности. Осознанный переезд на собственный земельный участок, создание родового поместья может стать лучшим способом избавления от зависимости от гаджетов, интернета и компьютерных игр. Жизнь в гармонии с природой означает жизнь в гармонии с самим собой. Чем раньше ребенок почувствует эту связь, тем сильнее будет его желание беречь и охранять нашу планету.
Переезд в дом с собственным участком может стать отличным шагом к более тесной связи с природой, но важно помнить, что это не панацея от зависимости от гаджетов. Ключевым является не место проживания, а сознательный выбор заботиться о своей жизни и окружающей среде. Также важно понимать, какой образ жизни мы предлагаем своим детям, какой пример показываем, какие свои мысли, слова, мечты и образы мы передаем детям, какие образы, мысли и мечты ребенок получает от гаджетов, окружения, мира. А вы какие свои мысли, слова, мечты и образы передаете детям? Будем рады узнать об этом в комментариях. Это критически важно, поскольку наши мысли и мечты играют значительную роль в формировании будущего. Когда мы представляем свое будущее, мы фактически рисуем его в своем воображении. Общие мысли и мечты формируют будущее всей планеты. Если мы представляем нашу планету как цветущий оазис, наполненный красотой и гармонией, то именно таким он и может стать. Важно помнить, что мысль материальна, и образы, которые мы создаем в своем воображении, могут воплотиться в реальность. Это подтверждено научно. Тренировка мозга и развитие воображения помогают формировать позитивные образы, которые влияют на наше будущее. Визуализация успеха, идеального дома или тела – все это примеры того, как сила мысли может изменить нашу жизнь. Примеры образов для тренировки мозга включают визуализацию успеха. Представьте себя достигающим цели, будь то получение новой работы, победа в соревновании или написание книги. Ощутите эмоции и радость, которые приносит этот успех. Визуализация идеального дома. Представьте свой дом мечты с красивым садом и уютными комнатами. Почувствуйте запах свежего кофе, тепло камина и радость от пребывания в таком доме. Визуализация идеального тела. Представьте себя стройным, сильным, полным энергии. Ощутите легкость движений и прилив сил. Научные подтверждения эффективности визуализации включают эффект плацебо-вера в действие лекарства. Или процедуры может привести к реальному улучшению здоровья. Мозг запускает процессы, необходимые для исцеления, основываясь на представлении о лекарстве. Нейропластичность. Мозг постоянно меняется и адаптируется в ответ на новый опыт и информацию. Тренировка мозга стимулирует нейропластичность, что помогает улучшить когнитивные функции – память, внимание и творческие способности. Влияние мыслей на физиологию. Наши мысли влияют на гормональный фон, иммунную систему и даже кровообращение. Позитивные мысли способствуют улучшению здоровья, а отрицательные могут вести к заболеваниям. Тренировка мозга – это не одноразовое действие, а постоянная работа над собой, приносящая долгосрочные результаты. Создание позитивных образов и мыслей, которые мотивируют и направляют на успех, должно стать регулярной практикой. Наши мысли и мечты обладают огромной силой, ведь именно через воображение мы создаем образы будущего. Когда мы мысленно рисуем свое будущее, представляем определенные события, места и людей, эти образы начинают формировать нашу реальность. Воображение – это не просто игра сознания. Это инструмент, который направляет наши действия, мотивирует нас и закладывает фундамент для того, каким наше будущее станет. Важно понимать, что мысли и мечты одного человека влияют не только на его личное будущее, но и на будущее всей планеты. Если множество людей начнут думать о позитивном, созидательном будущем, объединяя свои усилия в стремлении к общему благополучию, то эти коллективные мысли смогут создать мир, наполненный гармонией и красотой. Представьте, как миллионы людей мечтают о цветущих садах, чистых водоемах и природных оазисах. Эти образы могут трансформировать окружающую нас действительность. Ведь когда мы воображаем что-то прекрасное, это вдохновляет нас на действия, которые помогают воплотить эти мечты в реальность. Например, если мы представляем себя в красивых цветущих садах у берегов озера, моря или реки, мы начинаем стремиться к тому, чтобы сделать это возможным, сажать деревья, заботиться о природе, восстанавливать экосистемы. Таким образом, наши мечты и мысли становятся мощным инструментом для создания мира, в котором хотелось бы жить. Однако важно помнить, что мысль материальна, и поэтому крайне нежелательно наполнять свое воображение негативными образами, такими как войны, катаклизмы или бедствия. Когда мы представляем что-то разрушительное, мы непреднамеренно даем этим мыслям силу для воплощения. Это не просто философская идея. Влияние мыслей на реальность подтверждено научными исследованиями.
Мы должны понимать, что правильное воображение – это не только путь к личному счастью, но и вклад в будущее всей планеты, всего человеческого сообщества. Поэтому важно не просто создавать светлые образы в своем сознании, но и учить этому детей. Детям нужно помочь развивать воображение, показывать им, как использовать его для формирования позитивного будущего. Необходимо давать им правильные приоритеты, прививать любовь к природе, объяснять, как живые образы природы, такие как цветущие сады или спокойные водоемы, могут дарить радость и счастье. Одновременно с этим важно предостерегать их от погружения в искусственные мертвые образы, которые лишают нас энергии и связи с реальной жизнью. Энергия – это основа всего живого. Она служит фундаментом, на котором строится и поддерживается жизнь. Из энергии формируются наши мысли, действия и, в конечном итоге, будущее. Поэтому важно осознанно выбирать, на что мы тратим свою внутреннюю энергию и как направляем ее через мысли и мечты. Каждое посаженное своими руками дерево будет расти и дарить нам эту созидательную энергию. А когда деревьев станет больше, увеличится и энергия для воплощения наших желаний. Мечтайте, визуализируйте и верьте в свои силы. Мозг способен на удивительные вещи, если вы верите в это. С помощью своего воображения и силы мысли, ее чистоты и чистоты, мы, люди Земли, способны творить прекрасное будущее. Верьте в это. А вы верите в это? Если да, то какие ситуации в вашей жизни подтверждали это? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте «Нравится», лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.